Если бы Украина жила по текущей конституции, по текущему законодательству и по текущему, главное, налоговому законодательству, то вся страна бы вымерла и без Путина, и без войны. Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Здравствуйте. Не могу не записать видео на тему последних событий, я имею в виду коррупционных скандалов. Давайте сразу 2 секунды вырезка из вечернего видеообращения Зеленского. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у нашої держави плідний день, плідний в протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права і держави. Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування. Зокрема, сьогодні були звільнені керівники митниці. Мені доповіли, що по частині з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження. На жаль, в деяких сферах тільки так можна гарантувати законність, змінюючи керівників разом із впровадженням институционных змін. Тут президент рассказывает нам, что это плодотворный день, а я вам расскажу, что это было на самом деле. На самом деле Зеленский немножко сыграл на опережение. Он увидел, что США прислали аудиторов, что Запад начал конкретно шевелиться по поводу коррупции в Украине. В Америке даже открыли горячие линии, куда украинцы могут обратиться по всем вопросам, связанным с коррупцией. Я имею в виду сообщить о фактах коррупции, военной помощи, материальной помощи. Короче, любой помощи от США Украине. Что произошло? Зеленский использовал те инструменты, вернее, те службы силовиков, которые ему подконтрольны, а именно это СБУ и ДБР, и сделал все, чтобы эти люди не попали в лапы НАБУ и САП, которые подконтрольны США. Давайте разберем, как всегда, причины, потому что следствие меня мало интересует, и вам я хочу донести, чтобы вы сильно не радовались, потому что начались комментарии: «Денис, лед тронулся, посмотри, прокомментируй, как хорошо, какое счастье». На самом деле, вот давайте возьмем эту исполняющую обязанности главы налоговой города Киева, барышню эту. У нее нашли там список желаний, это позорище все. Мальдивы, шубы из натурального меха, $1 миллион ей захотелось. Сама система построена так, что человек, имеющий такие желания, в принципе, нормально, кроме шубы из натурального меха. Ну так, если в совокупности жлобства, конечно. Так вот, если ты хочешь такое, иди в рынок и заработай. Так это происходит в нормальных странах. В Украине хочешь такое, первый и самый короткий путь, это, конечно же, куда? В кабинет быть чиновником. Вот такой налоговик и подобные ей, или СБУшник, или кто угодно, может, например, заблокировать налоговые накладные вашего предприятия, может изъять у вас ваше имущество. Одним словом, парализовать полностью ваш бизнес, в который вы вкладывали деньги, вы рисковали, вы кормите свою семью, вы кормите своих сотрудников. Государству и системе такой это совершенно неинтересно. Давайте не будем из этого раздувать что-то невероятное, потому что, может, кто-то забыл. Насирова, например, помните, главы, так это сейчас взяли исполняющие обязанности главы Киевской налоговой. Насиров был вообще главой налоговой всей Украины. Он устроил шоу умирающего лебедя в суде, там в инвалидной коляске, помните, его там в каком-то ковре или мешке заносили в зал суда. Что изменилось с тех пор? Так это когда уже было, и перед этим сколько всего было. Система есть, и она не может не есть. И, конечно же, чиновники тоже хотят кушать. Вот и все. А проблема вся в том, что этот НДС в принципе существует. Потому что в Америке налог с продаж, который никому не возмещается, соответственно, и нет никаких проблем. То есть потребитель платит последний в цепочке. То же самое нужно внедрить в Украине, и тогда это будет один из весомых факторов, чтобы вы не наблюдали все то, что вы наблюдаете. Но я вас расстрою еще раз, потому что ее арестовали там, или задержали, и уволили. После нее придет такой же. И это касается всех должностей, где прошли обыски. Система остается прежней. Зеленский, вот говоря все это в видеовыступлении, он не понимает, у него нет никакой концепции. Его консультирует кто? Гетманцев и Марченко. О Гетманцеве мы сейчас поговорим чуть позже отдельно. То же самое с главным таможенником. Ну, арестовали, там, поймали на коррупции. Так после него будет такое же. В Украине средняя нагрузка, налоги плюс пошлины, НДС, все вместе 40%, если вы хотите что-то растаможить. Конечно же, никто 40% платить налогов, пошлин и всего остального не хочет и не будет. Но это просто нереально. Никакой бизнес этой нагрузки не выдержит. Тем более в такой экономике, как в Украине. В Америке таких налогов и пошлин
Близко нету. А у нас самая нищая страна Европы, зато самые высокие таможенные пошлины. Так ничего не может существовать. Именно поэтому эти налоговики, таможенники делают свои фирмы брокерские, так называемые. То есть решалово. Не надо платить 40%, заплати нам 20%, мы там все оформим, все тебе решим. И, конечно же, предприниматели этим пользуются. И слава Богу, что это существует. Я вам больше того скажу. Если бы Украина жила по текущей конституции, по текущему законодательству и по текущему, главное, налоговому законодательству, то вся страна бы вымерла и без Путина, и без войны. Потому что менять нужно абсолютно все. По этим законам жить невозможно, по этому налоговому кодексу работать невозможно. И это вам скажет любой рыночный предприниматель. Не вот эти вот красавчики, которые всю жизнь зарабатывали в связке с государством. Я говорю про реальных предпринимателей. И некоторые из них, что меня радует, тот же Себастьянович, Доротич, они выступают уже активно и говорят громко о том, о чем нужно. И не боятся, что самое главное. Потому что против этой системы нужно действовать максимально радикально. Фамилии ничего не поменяют, я еще раз вам повторяю. Убрали одну фамилию, заменили другой, Зеленский выступил. Это очередная серия «Слуга народа». Вы должны это понимать, люди, я вас прошу. Не радуйтесь, радоваться нечему. Это просто очередная серия «Слуги народа», повторяю вам еще раз. Это шоу. Гетманцев позволяет себе выставлять себя в телеграм-канале, мол, какой позор, 32 года независимости нашего государства, и мы там на 140 месте, ну типа между Никарагуа и Новой Гвинеей по экономическим свободам, по бизнес-климату. Сука ты, так кто это сделал? Это же твоих рук дело. И у этой твари хватает цинизма сейчас такое опубликовать. То есть человек находится под такой крышей, по слухам Ермака, конечно, что он может все что угодно сейчас вам сказать, и ему за это ничего не будет. Где в этом случае находится президент, который этого Гетманцева нам презентовал, когда мы его выбрали на эту должность? Он что-то понимает? Нет, он ничего не понимает. Я вам еще раз говорю. Если вы думаете, что Зеленский понимает, что происходит в экономике, что у него есть концепция, он хочет, знает и понимает, как изменить, нет, он не знает. А эти ему, Марченко и Гетманцев, рассказывают, может Ермак там что-то тоже говорит, рассказывают, как надо. И у них же аргумент какой? Зная, что он в этом ноль, они говорят, смотри, в Европе так, а Европа благополучна. Он, ну да, значит, надо и у нас так делать. Он не понимает, что рецепт для готовой страны с высочайшим ВВП, для страны, у которой все работает внутри, и для нашей страны, полностью гнилой, коррумпированной и нищей, это разные таблетки, разные лекарства нужны. И я не устану вам напоминать, что Гетманцев 8 лет работал помощником народного депутата партии региона Владимира Сивковича, которого Госдепартамент США признал агентом ФСБ и на которого наложены американские санкции. И этот человек во время войны рулит. И как тут не рассказать вам, ну вы, наверное, уже и так знаете, потому что видео записывается с неким опозданием. Зам Резникова, нашего суперчестного Резникова, оказывается сторонник русского мира. Посмотрите видео. Надо просто услышать, что говорит Крым. У нас всего лишь один вопрос вынесен на референдум. Не 2, не 5, как это показывают по каким-то странным для меня когда-то уважаемым каналам. Один вопрос о расширении полномочий. И сегодня вскрылось, что у этого человека есть паспорт Российской Федерации. Этот человек, на секундочку, отвечал за закупки в Министерстве обороны, в том числе за закупки оружия. То есть человек, который кричал «Услышьте Крым, услышьте Донбасс», имея русский паспорт, сейчас для вооруженных сил Украины закупает оружие. Это здесь все нормально? Кто таких людей подсовывает? Конечно же, наверное, я так думаю, Ермак. И же с ним. Потому что на самом деле это все кучка свора решал. Самых обыкновенных решал. Которые ничего не делали в жизни, кроме как в кабинетик с кабинетика, с чемоданчиком и решали вопросы. А некоторые, вот я увидел это видео и сразу же вспомнил, я вам этот случай как-то рассказывал, по поводу Клинчаева. Помните, был такой сепаратист луганский, которого там Лешко ездил, тоже шоу свое устраивал, показательную порку ему там делал. Там, его крупные мужики держали, Лешко там ему лещей раздавал, ну, на камеру. Я тогда был на 10 лет моложе, конечно же, чуть-чуть наивный был. И я, как сейчас помню, Клинчаев, во всех СМИ, Клинчаев сепаратист, сволочь, тварь. И тут немножко устаканилась эта вся история с АТО. И Клинчаев в Киеве жарит шашлыки, тоже во всей прессе было это. И я тогда понял, как все работает. Договорники, никакой идеологии, кто кому занес, вся эта гниль.
Вот что мы имеем, вот что с нашей Украиной сделали они. А вы продолжаете верить в сказки, вы продолжаете радоваться, когда кого-то сняли. Вот когда вам придут скажут, что пошлина будет низкая, что НДС отменяем и заменим на налог с продаж, как в США, вот тогда будем о чем-то говорить. И не ждите, пожалуйста, судебной реформы. Потому что судебная реформа может произойти только тогда, когда начнет подрастать экономика. А экономика – это номер один. Нет в мире нищих стран, бедных стран с честными судами. Еще по обыскам, по всему этому шоу. Обыск у Авакова. Авакова даже обсуждать не хочется, мне этот человек крайне неприятен. Но вот я хочу остановиться на Коломойском. Мне его не то чтобы жалко, но какой итог к 60 годам жизни у него? Обладая колоссальным ресурсом, колоссальными связями, он сегодня не въездной практически ни в одну цивилизованную страну в мире. Из-за этого вынужден даже во время войны сидеть в Украине. С такими ресурсами, Игорь Валерьевич, вы могли хотя бы попытаться сломать эту систему. И сейчас, даже если бы у вас не получилось с такими активами, с такими деньгами, где-нибудь в нормальной стране на Западе или хотя бы в Израиле сидеть и понимать, что вы сделали все, что вы к этому не причастны, что вы причастны к попытке хотя бы сделать что-то великое. Теперь у вас хоть и показательные на полчаса, но обыски. Я, честно говоря, не понимаю. Вот у меня нет таких ресурсов. Я как рыба об лед здесь бьюсь в этом ютубе, да, общественной деятельностью занимаюсь. Но где-то в такие моменты я Коломойского понимаю. Знаете, в какие моменты? Когда я читаю комментарии, которые мне пишут. Вот такие моменты я понимаю, что может быть он бы и сделал, но, наверное, думает, а кому? Вот это им делать? Буду надеяться, что я не прав. И по той информации, которая ко мне доходит, сейчас идет мощнейшая работа по проекту Наталья Мосейчук, следующий президент Украины. И это не шутка. То же самое могу сказать про Арестовича. Сейчас очень серьезные бабки в него будут вливаться, и он возьмет на себя, скорее всего, электорат, ну, на мой взгляд, конечно же, партии регионов, ОПЗЖ, то есть вот эти все такие латентные ватники, вот это вот все, но уже переупакованные, вот эти все разговоры Русь, Украина и так далее, это все пойдет к Арестовичу. Так что обыски обысками, а политика по расписанию. Также я хочу вам напомнить, вот показать видео, как Зеленский за 6 месяцев до начала войны, когда к нему приезжал директор ЦРУ, когда к нему приезжал госсекретарь США Блинкен, и говорили, что будет война, готовься, посмотрите, как он им отвечал. Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Видите, он все на местах знает, ему виднее, ни хрена не виднее, как мы видим по итогу. Еще два слова по поводу этих отставок, значит, всяких там обысков, коррупция, скандалы. Это, вы не забывайте, вернее, может, вы не знаете, идет борьба внутри кланов украинской власти. На данный момент это борьба за влияние между Ермаком и Арахамией. И тот очень близок к Зеленскому. И, конечно же, они не поделили такой огромный куш, которым является Украина. Они делят влияние. И как-то там смешно Арахамия сказал, что если вы не поняли, что во время войны страна меняется, значит, мы к вам придем. То есть, сама формулировка. Значит, во время войны как бы надо меняться. А до войны можно было не меняться, начиная с 19 по 22 год. Что вы тогда делали? Ну, это все такая показуха, потому что по моей информации, ну, которую я, конечно же, вы знаете, на заборе прочитал здесь, Арахамия тесно связан с очень серьезным криминалом. И сейчас зарабатываются на войне огромные деньги, в том числе и его кланом. Про Ермака я уже 100 раз говорил, там уже и говорить просто-напросто нечего. Вот что творится, пока вы радуетесь вот этим вот сменам фамилий очередным. И, кстати, я это видео удалять, конечно же, не буду. Вы посмотрите через время, полгода-год, будут опять такие же громкие отставки, поимки, задержания, коррупционные скандалы. Потому что про изменение системы вам ни Зеленский, ни кто-либо другой не говорит. Он со суфлера вот так вот садится, записывает каждый вечер какие-то пустые абсолютно видео. Интервью его такие же пустые, как и вопросы журналистов, которые эти вопросы готовят. Он должен выйти и хоть раз сказать про концепцию, как он видит. И я хотел бы, чтобы была возможность задать ему вопрос, например, про НДС, про пошлины, про экономику. Я уверен, что на этих вопросах не то что 0, а 2 нуля, к большому моему сожалению. Постоянно спрашивают, а что ж ты не трогаешь Порошенко? Начинают подозревать, что мне платит Порошенко. Нет, мне не платит ни Порошенко, ни кто другой. Я живу за свои и все делаю за свои. И хочу вам сказать, что про Порошенко анонсировать еще раз. Перед этим уже был анонс видео про Порошенко. Потому что тоже пришла интересная информация, что дела у Петра Алексеевича будут печально.
Вернее, так сказать, многих волнует, почему же столько коррупционных скандалов, а Порошенко не трогают, хотя все знают, что на него очень много чего есть. Я запишу вот следующее, наверное, видео о нем, и порохоботам будет плохо после этого видео, как вот перед этим было плохо фанатам Швеца. Плохо дело, поэтому Лесику Гончаренко, Ирине Геращенко, наверное, скоро нужно будет искать себе нового шефа, нового покровителя, им в принципе не привыкать, это известные политические проститутки. А тем временем Петр Алексеевич продолжает смешить народ, но в определенный момент ему будет не до смеха. Еще раз повторюсь, ждите следующее видео. Так что такие вот дела, друзья, призываю вас, думайте, люди, думайте. Телеграм-каналы вам сделают тоже вброс так, как вам это надо. Кстати говоря, вот следующее, что будет событие, опять же, по моей информации, это Резникова уволят, это практически решенный вопрос, и Малюську, министра юстиции, уволят, и Резникова поставят на Минюст. И Кличко следующий в очереди тоже на громкие коррупционные скандалы, Кличко и его окружение. Но это опять-таки только по моей информации, я не утверждаю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, что в воскресенье стрим, как и всегда, в принципе, вечером. Прямой эфир, ответы на вопросы. Я жду вас. Пока.